Спасибо, спасибо, спасибо. Леди и джентльмены, всем привет! Меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на второй день вручения наших наград под названием «Итоги года». И сегодня мы с вами чествуем худшие альбомы уходящего 2021 года. Знаете, написать плохой альбом — это тоже в каком-то смысле достижение, поэтому почему бы нам это не почествовать? Как я говорю в каждом своем видео с топами, топы составляются лично мной, это моя в целом личная оценка, но от которой я стараюсь абстрагироваться, потому что топы я составляю не как слушатель, у которого есть там кумиры, те, кто нравится, те, кто не нравится. Я стараюсь их составлять как музыкальный обзорщик, критик, называйте как хотите. Поэтому тут это, знаете, такая золотая смесь, и всегда свои суждения, оценки и места я стараюсь как-то объективно объяснять. И если в прошлом ролике, где я объявлял свой топ-20 лучших песен 2021 года, мы дарили супер великолепную награду победителям в виде французского потрясающего лимонада, то сегодня обладателям звания худших альбомов года мы дарим потрясающие, невероятные, просто великолепные, бомбические спрей от плесени. Я думаю, логику вы поймете сами. Не, ну а чё? Нормально. Ну и, пожалуй, без лишних слов, давайте приступать. 10 место и торжественный пшик получает Джастин Бибер с альбомом Justice. В целом, знаете, попадание Джастина Бибера на 10 место в моем топе худших альбомов года — это для него хороший скачок вверх, потому что в прошлом году он был на первом месте. Поэтому, знаете, растет не по-детски, прям сразу на 9 позиций. Однако, к сожалению, это не спасает альбом от того, что он ленивый, он непродуманный и он неинтересный. Причем он не интересен самому Джастину Биберу, потому что, смотря на то, сколько авторов создавали для него эти композиции, сколько это всего было там подумано, передумано, прописано, слышно, что Джастин просто пришел, сел в студию, оттарабанил готовые тексты, даже не вдумываясь в них, и ушел дальше жить своей жизнью. К сожалению, Джастину Биберу неинтересно больше создавать музыку, и это грустно, потому что он очень талантливый парень, который вырос у нас у всех на глазах, и мы знаем, что он может. Есть много потенциальных причин, почему ему это больше не так интересно, почему он этим не горит, почему он сам больше не создает музыку. Но, увы, как вы знаете, одна из песен этого альбома вошла в мой топ лучших песен года. Однако это не отменяет того факта, что альбом подкачал. 9 место. Zayn с альбомом Nobody's Listening. Скажем так, название альбома оказалось весьма пророческим. Никто это не слушает, и причин на это множество. Главное из них — это не такая хорошая музыка, как считает сам Зейн. Мне кажется, он потерялся в себе, он потерялся в своем творчестве, он до сих пор толком не понял, кто он. Потому что его первая эра Mine of Mine и его успех в целом, ну, строились сольно на том, что он вот был тот, кто вырвался из One Direction, тот, кто рассказывал, как ему там было плохо и ужасно, бедненькому зарабатывать миллионы фунтов в год, как его никто не ценил, как никто не слушал его великолепные музыкальные идеи, и теперь он может их сам реализовать. Ну и вот мы видим, как он их реализовал и на что он способен, и, к сожалению, это не уровень мирового артиста даже близко. Стремится ли он к этому, я не знаю, однако материал сырой, неинтересный и очень-очень вызывает много вопросов к самому Зейну. Знаю, что год у него в целом выдался очень непростой, было очень много скандалов, в которые мы не будем погружаться, потому что мы тут о музыке, поэтому я желаю Зейну подлечить нервы, успокоиться, подумать о том, какую музыку он хочет создавать, уйти в этот процесс с головой, потому что, ну, таланты там есть, мы все знаем. Если не получается, взять хорошую команду, которая под его великолепный голос напишет крутой материал и бахнуть нас чем-нибудь интересненьким. А пока 9 место. 8 место достается 21 Pilots и их альбому Scale and Icy. Это был один из альбомов в этом году, который мне было
тяжело дослушать до конца. Такое случается редко и, к сожалению, почти всегда. Если такое случается, это значит, что альбом войдет в список худших года. Я бы, конечно, в итоге дослушал, однако мне не очень понятно, с какими intentions. Боже мой, мой English, это так affordable, это так, это jacket, это дизайн. Мне не очень понятна мотивация, с которой создавался этот альбом, и в целом как-то 21 Pilots, знаете, легко, но четко начинают ориентироваться на вот Россию, на русскоязычных слушателей, потому что тут их очень сильно любят, а на Западе всем становится на них абсолютно все равно, поэтому мой такой, знаете, прогноз еще пару лет, и ждите, знаете, тур 21 Pilots из разряда Питер, Москва, Волгоград, Казань, Владивосток, ну вот это вот все. У них больше не получается в хитовость, как у них удавалось там в 2015 году, однако при этом вернуться в какой-то, знаете, такой свой аутентичный звук у них тоже уже не получается. И вот, к сожалению, мы получаем такие альбомы, как Scale and Icy. Номер 7 и наш потрясающий, великолепный, умопомрачительный приз получает Эд Ширан с альбомом Equals. Эд Ширан исписался, Эд Ширан заигрался в поп-принца, Эд Ширан превращается в Дрейка только в поп-категории. Его новая музыка не вызывает никаких эмоций. Это настолько обыденная поп-музыка, подписанная под критерий радио. Это такой синдром отличника, где он пытается собрать абсолютно все клише поп-музыки и запихнуть их в каждую свою композицию. Получается, ну так как получается, сами видите, 7 место. Наверное, Эд Ширан станет одним из таких классических примеров, когда мировая безбашенная абсолютная слава очень сильно влияет на качество материала, который пишет артист, потому что вокруг появляется большая команда, много людей, много ответственности, и люди имеют свойство ломаться и прогибаться под какие-то стандарты, какие-то попытки что-то сделать, знаете, чтоб лишь бы продалось. Вот Эд Ширан делает вот именно вот это. 6 место занимает Coldplay с альбомом Music of the Spheres. Это, конечно, было большое разочарование, несмотря на то, что Coldplay придумали концепцию, какие-то супер такие замысловатые идеи, привлекли на альбом супер именитых продюсеров, с которыми, ну, прям, знаете, трудно промахнуться, и промахнулись прям вот, ну, вот как вот между Луной и Юпитером. Попытки заигрывать с космической темой вообще себя не оправдали. Попытки записать а-ля хиты типа Higher Power или там песни My Universe с BTS тоже себя особо никак не оправдали. Higher Power уже в кинотеатре я был несколько раз, звучит в рекламе машин, поэтому, знаете, все уже потекло по накатанной. Но, как вы знаете, в десятку моих лучших песен года вошла одна песня с этого альбома, «Колоратура». Она великолепна, она потрясающая, она просто вау. И я уже повторял это 3 раза, что вот альбом имеет право на существование только ради трека «Колоратура». Да, я подтверждаю свои слова, однако альбом — огромное, жирное, неприятное разочарование от человека, который очень любит Coldplay. 5 место. Игги Азалия с альбомом End of an Era. Игги, детка, боже, зачем ты делаешь это с нами, со мной, со всеми, с собой? Видимо, ее ни на что не натолкнул провал альбома In My Defense. Видимо, она не поняла, что надо делать что-то по-другому. Или она просто не может, потому что у нее теперь нет большой команды и людей, которые найдут ей классную демку, скажут, что записать, скажут, с кем записать. И вот как бы так и получается, что Геозали сама по себе ничего из себя не представляет вообще. 4 место, и уже, знаете, так побольше брызгов получают One Republic с альбомом Human. Если честно, я считаю, что как для фанатов творчества One Republic, если такие есть, этот альбом не то что плохой, он оскорбительный. Потому что он настолько ленивый, он настолько непродуманный, он настолько, ну, херня полнейшая. Видно, что Райану Тедеру было плевать вообще на этот материал,
И альбом был выпущен, чтобы что? Чтобы просто начать как бы новую такую эру, учитывая, что Райан Тедер продал в этом году весь свой материал за там огромные сотни миллионов долларов, но начинать новую эру с такого, когда, слушая альбом, ты умираешь от скуки, задаешься вопросом, зачем? Неужели он считает, что это хороший материал? Ведь это, ну, на секундочку, это Райан Тедер, это человек, который умеет писать просто крышесносную, великолепную музыку. И он сделал такое для своего же проекта, и он считает, что фанаты могут это схавать? Ну, простите, не, не в этот раз. Поэтому, знаете, такое крепкое заслуженное 4 место. И мы с вами подобрались к тройке худших. Те, кто своими альбомами пробили невероятное днище. Итак, 3 место занимает дебютантка Tones and I с альбомом Welcome to the Madhouse. Это дебютный альбом Tones and I после ее мега-мега-супер хита Dance Monkey, который просто набрал везде какие-то дикие миллиарды прослушиваний, стал супер-мега хитом, который я до сих пор не понимаю, терпеть не могу слушать. Если она где-то играет в магазине, я выхожу из этого магазина. Но она в итоге представила свой первый дебютный альбом, имея такую огромную платформу, такой супер хит, когда она могла показать всю себя. И, боже мой, ребята, она выпустила такую хрень. Если вы это слушали, мне вас тупо жалко. Мне себя жалко. Я послушал это. Она звучит отвратительно. Она звучит неинтересно. Она вообще, по-моему, не понимает, как это все создается. Она вроде уличная артистка, которая шарила в жанре, умела там много чего-то интересного делать. Почему этого нет на альбоме? Почему? Там такая хрень. Это нереально слушать. Это вот как Dance Monkey сделать еще хуже и сделать из этого целый альбом. Как такое допустили? С ее такой, знаете, уже готовой платформы, потому что, ну, мало кто из поп-звезд стартует уже с таким огромным багажом. Как вот имея такую уникальную платформу уже на основе громкого хита, популярность, признание там какой-то, лейбл хороший за плечами, она выпустила такое? Вопросов тут больше, чем ответов, и, если честно, я не знаю, хочу ли я слышать когда-либо ответы на эти вопросы, и хочу ли я еще хоть раз в жизни слышать песню любую от Townsend I. И серебро нашего списка, второй худший альбом этого года, получает Maroon 5 с альбомом Джорди. Ты что-то такая хрень этого года, просто. Адам Левин, что ты творишь? Просто кошмар. Это такой ужас, это такое неуважение к слушателям, к самому себе, ведь раньше вы были такие нормальные. В общем, Maroon 5, а конкретно Адам Левин, как знаете, главное лицо этой группы, записал альбом. Ну вот записал он его. Группы там непонятно, где Maroon 5. Это вот альбом Адама Левина. Хороший ли он? Ну, ответ вы видите сами. Второе место в списке худших альбомов. Почему он так старательно закапывает сам свою карьеру, я не понимаю. Да, у него было много плохих моментов в карьере, особенно последние несколько лет. Да, он позорился, да, был Супербол. Много чего было. Прошлый альбом тоже был хренью. Но выпустить потом еще хуже? Похоже на какой-то странный челлендж. Я не понимаю. Это плохо, это неинтересно, это не продумано, это халтура откровенная. Это опять же попытка залететь или на радио, или в стриминг, и каким-то образом у них огромное количество слушателей, я не знаю. Вот, пожалуйста, если кто-то смотрит этот ролик, и он слушает Maroon 5, конкретно их материал последних 3 лет, пожалуйста, умоляю, напишите, почему. Вот правда, почему. Ведь есть много хороших групп, которые делают качественную поп-музыку, у которых вокалисты тоже голосистые, а слушают Maroon 5. Ну и что, мы подобрались к заветному первому месту, худшему альбому 2021 года. Знаете, это тоже много чего стоит. И, если честно, скажу так, любой альбом из топ-4, который я называл, спокойно мог
занять первое место, вообще без проблем. Тут у меня не было, знаете, такого какого-то супер понимания, кто топ-1, кто нет, но я сел, пораскинул мозгами и понял, что есть альбом и конкретно артист, который, ну вот прям заслужил то, чтобы я его назвал худшим. Ну, для себя, естественно. Я это все так, знаете, эфемерно говорю, типа мое мнение супер важное, оно важное для меня. Это самое главное. И канал– это моя память. Поэтому для меня, вот знаете, это топ, пичфорки, там все Rolling Stones, и хрен с ними. Мне главное, что у меня останется в памяти и какие у меня топы. И я считаю, что этот артист последними своими 6 годами карьеры долго шел к тому, чтобы я назвал его худшим. Первое место– Certified Lover Boy Дрейк. Я только что понял, что я по мере видео как-то, знаете, от такого лайтового классного настроения превратился, блин, в орущую тетку такую, знаете. Но, что ж, Дрейк, Certified Lover Boy. Я говорил это уже много раз, я повторю это еще раз на всякий случай. С 2015 года по сегодняшний день Дрейк ни разу не старался. Вообще. Я имею в виду его работу музыкальную, естественно. Дрейк– талантливый рэпер. Дрейк умеет создавать хорошие работы. Я считаю его альбом Take Care, по-моему, 2013 года, отличным альбомом, великолепным. Ну, то есть там альбом уровня оценочки 8, а может даже там 8,5. Но когда Дрейк в 2015 году стал, ну, по сути, первым, кто раскусил то, как работает стриминг, все пошло по одному месту безвозвратно. Абсолютно безвозвратно. С тех пор Дрейк выпускал музыку только с расчетом на то, что ее постримят. Не послушают, не поймут, не почитают текст хотя бы, не заценят какие-то приемы, тексты интересные, какие-то музыкальные примочки или биты. Нет, это все ему не интересно. Ему интересно, чтобы большинство послушало песню, включило ее еще раз, еще раз, еще раз, и чтобы их было много, чтобы они типа были разные, чтобы можно было включить альбом и без проблем эти двухминутные, блин, какахи послушать и накрутить ему стримов. И это работает, потому что, к сожалению, наша реальность работает так, что у большого количества людей, я не говорю, что у всех, я не говорю, что это конкретно у вас, но у большого количества людей абсолютно отсутствует музыкальная культура, музыкальный вкус и какая-либо музыкальная глубина. Это, к сожалению, реальность. Мы не можем с этим ничего поделать. Мы можем образовывать людей. Я надеюсь, что мой канал тоже кого-нибудь там подвигнул что-то интересное послушать когда-либо. Но не справиться такими, там, знаете, мелкими каналами, как я, это нужно менять систему образования, систему ценностей, то, как вообще люди относятся к искусству, к музыке, к фильмам, к сериалам, к художественному аспекту тоже культуры, потому что в людях надо воспитывать это. И я считаю, что в школе намного важнее какой-либо там, не знаю, высшей математики, которую меня, например, пытались учить последний год, хотя я знал, что мне не надо, лучше бы мне преподали историю музыки, историю кино, рассказали, какие есть классические фильмы, рассказали мне и показали главных представителей музыки, любой, классики, попсы, рока, чтобы всех сели и заставили послушать Beastie Boys, Битлов, Мадонну, Майкла Джексона, потому что, ну, по ним можно изучать историю музыки, это культивирует человека, чтобы нас заставили посмотреть хорошие фильмы, чтобы мы не ходили на какое-то говно, чтобы у нас привили любовь к хорошему творчеству, чтобы мы могли различать, что классно, что не очень, чтобы мы могли наслаждаться хорошей музыкой. Дрейк– это полная противоположность вот этого всего, о чем я сейчас распинался последние 2 минуты. Его музыка нацелена на тех, кто не любит музыку, кому, ну, по большей части все равно. И это грустно. Особенно грустно то, что при этом Дрейк пользуется настолько безумной популярностью, то есть его выход альбома Sorry Fat Lover Boy побил все
стриминговые рекорды, которые можно было побить. И он это делает с настолько плохим материалом, что это даже удивительно, что это что это в какой-то степени действительно достижение. Такой плохой музыкой ставить дикие рекорды, иметь огромную поддержку и так играть на чувствах людей, у которых нет или времени, или желания, или возможности как-то самообразовываться в более хорошую музыку. Я ведь, например, лично я абсолютно не мечтаю о том, чтобы все, знаете, превратились в таких снобов, которые я слушаю только джаз, я слушаю только классику, я слушаю только ритм блюз 60-х, вот это вот все. Нет, хрен с ним, это никому не надо. Мне самому такое трудно слушать. Однако ничего не мешает слушать, ну, хотя бы достойную, хотя бы нормальную музыку. Во всех жанрах она есть. Где-то есть там великолепные артисты, где-то есть нишевые инди-артисты, которые сложные, которые действительно не для всех. Но хотя бы слушать базовую, хорошую, нормальную музыку. Этого было бы достаточно для нас. Но, к сожалению, даже этого не происходит, и Certified Lover Boy ставит мега-рекорды, а песни вроде Way Too Sexy, Girls Like Girls — это просто, ну, позорище. Поэтому, наверное, если бы я расставлял, прям, знаете, каждый этот альбом разбирал сильно, возможно, Дрейк и не был бы на первом месте, да, топ-5, там, может, шестое место, четвертое, неважно. Но я бы хотел этот альбом назвать первым, потому что он продукт того, чем Дрейк занимался последние 5 лет. То есть он прям шел к этой точке весьма целенаправленно. И я считаю, что этим самым он заслужил в моем сердечке и памяти остаться в звании худшего альбома 2021 года. Мои глубочайшие соболезнования. Ну, поздравления, соболезнования. Кому как, знаете. Кому-то, может, это и здорово будет, что я вот так вот обосрал Дрейка, они окажутся фанатами и такие типа: «Пф, очередной хейтер что-то там налил на нашего Дрейка». И хрен с ним. Ну и теперь к самой интересной части, где я вас прошу рассказать о ваших худших альбомах прошедшего года. Надеюсь, у вас они есть. А если нет, то, может, это даже и хорошо, и классно. Но я с удовольствием бы почитал ваши комментарии. Свой список, именно печатный, я оставлю в телеграм-канале Шоубиз. Можете подписываться, ссылочка в описании. Там новости все о шоу-бизе. И о хороших альбомах, и о плохих, и даже о средних. Ну а мы с вами, дамы и господа, заканчиваем второй великолепный день наград и подведения итогов 2021 года. Спасибо, что были сегодня со мной. И на сегодня наша потрясающая церемония заканчивается, а призы отправляются нашим великолепным, потрясающим победителям. Опять же, не обижайтесь, если вдруг ваши любимые артисты попали в этот топ. Так бывает. Я не имею ничего плохого ни против кого из них. Правда, действительно. Просто, ну плохие альбомы, по моему мнению. Плохо. Не понравилось. В общем, у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.